Всем привет! Сегодня вас видео ждет обзор выкраска масляной пастели Паул Рубенс. Сразу буду приступать, не хочу затягивать долго видео. Я уже ее опробовала, порисовала. По первым впечатлениям мне она очень понравилась. Я также хочу поделиться мыслями некоторыми о том, как я использовала другую масляную пастель, и сравнить эти две пастели. Вот белый у меня уже такой немного измазанный. Текстура такая помадистая, мягкая. Белый цвет довольно-таки непрозрачный. Я уже сделала несколько выкрасок некоторых цветов. Могу ближе показать. Вот этот непрозрачный, хороший. Есть, конечно, цвета попрозрачней. Но в целом такой текстура не восковая. Не восковая, если есть просто другие пастели, у которых такая очень восковая текстура. Например, я относительно недавно купила вот такую другую масляную пастель. Но это китайского производства. На Алиэкспресс заказывала. У нее текстура намного более восковая, крошится, не наслаивается. Паул Рубенс в этом плане вообще другая пастель, очень нравится. Наслаивается хорошо. Есть, конечно, вот, да, такие более прозрачные цвета, но в целом она не восковая, она наслоится хорошо. Буду сейчас вот выбирать мелки и делать выкраску. Так. Вот так выглядит мелок. Тут очень так сложновато найти номер. Вот 236. У меня есть вот этот набор, который у меня, он на 72 цвета. Вот очень красивый такой цвет. Непрозрачный, не восковой, а такой более масляный. Мой набор, который у меня на 72 цвета, я поняла, что лучше больше, чем меньше. И прошлый набор, который я купила, вот этой вот китайской пастели, был у меня на 50 цветов. Но я поняла, что чем больше, тем лучше. Так, номер 200, 0, у меня тут не все. На вот этой вот бумажке, которую они мне прислали, тут не все. Вот 0,29. Тоже такой масляный мелок. Я не пробовала вот эту самую дорогую пастель, но обязательно ее куплю, попробую. У меня тут в магазинах продается поштучно. Так, 220. Продается в магазинах поштучно дорогая пастель. Я обязательно куплю, попробую. Но пока что вот эту пастель приобрела. Так, я вижу, что у меня в моей бумажке нету квадратика для вот этой пастели. Так, вот такой красивый цвет. Я его уже тоже облюбовала. Так, 209. Немного, может, такое затяжное видео получится из-за того, что тут как-то не все цвета есть вот на этой бумажке. Ноль 32. Опять же, не вижу. Есть вот red. Вот этот мелок прям сочится маслом, но для меня это вообще не проблема. Вот, опять же, хорошая плотность, хорошо перекрывает и хорошо наслаивается. Честно, у меня с вот этой вот пастелью китайской, которую я заказала, вот этой, были такие танцы с бубнами в плане того, что я даже бумагу не могла подобрать, на какую она будет наноситься. А с вот этой пастелью у меня таких проблем нету. И очень понравилось.
Так, вот такие яркие очень цвета. 0,47. 0,46 есть, а 0,47 не вижу. Так, посмотрим на это. Они как-то были изначально вот в коробке не по порядку разложены. Не по порядку разложены, как бы сложновато. Тут 216. 216, вот это я уже выкрасила. Вот такой он. Ну, может, немного какая-то прозрачность присутствует, но в целом очень даже хороший цвет. Очень понравился вот такой красивенный. Вот такой красивенный цвет. 006. Я не знаю, продают ли Паул Рубенс поштучно. Я знаю, что продают наборами. По крайней мере, у меня, где я живу, наборы, там, например, 6 штук белых, каких-то там красных, зеленых. Я не уверена, что вот такой будет цвет. Очень хорошая укрывистость. Вот он не скатывается, он наслаивается, мягкий такой, очень приятный в работе. Мне очень понравилась эта пастель. Так, смотрим, вот такой еще цвет. Более яркий голубой, 222. Тоже хорошо наслаивается, хорошая укрывистость, не полупрозрачный. В целом все, в основном почти все цвета, они не восковые. Но есть такие, которые, да, немного вот чувствуется вот эта восковая текстура, и они хуже наслаиваются, но я так уже порисовала ими, и мне в основном все понравилось. Так, очень красивый вот такой есть яркий цвет. 0,40. Не уверена, что в моей бумаге есть. Вот он есть. В целом вот от этой масляной пастели я получила то, что я ожидала, то, что я хотела получить в рисовании масляной пастелью. А что я ожидала? Я ожидала определенный эффект на бумаге. Вот как блогеры другие снимают, как у них получается рисовать. Я ожидала вот такого определенного стиля. И вот с этой масляной пастелью я его получила. В отличие от той, что я до этого купила с Китая. Тоже. В целом я заказывала и то, и то. Вот эту я заказывала перед этим. Не понравилось. У меня есть видео на канале о обзор покупок арт-материалов. Вот там я просто показала, что я вот купила ее, но я тогда ничего не выкрашивала, не пробовала. Так, 214. Вот этот чуть-чуть более, чуть-чуть полупрозрачный, но как бы видно через него чуть-чуть вот белесая. Но в целом он тоже такой масляный, мягкий. И я могу сказать, что эта пастель у меня вот как раз не возникло проблем с подбором бумаги. Я в скетчбуке Moleskine, там бумага такая более гладкая, даже вот на ней очень хорошо. Я ее сейчас немного зашкуриваю, чтобы была такая вот, пользуюсь такой очень-очень мелкой наждачкой. Вот так она выглядит. Бумагу просто немного прохожусь по бумаге, и мне кажется, оно еще лучше работает, но в целом можно даже этого не делать. Так, хочу попробовать вот такой красивый зеленый цвет. 0,16. Вот он у меня тут есть для него место. Очень хорошо наносится. Так, вообще не восковой, именно такой. Ну, не то, что он жидкий, как масло, нет. Но не восковой. Так, вот такой интересный яркий оттенок.
0,72. В целом, я даже, наверное, не буду делать сейчас выкраску всех цветов, потому что я больше хотела поделиться вот моментами, как оно наносится, как оно ощущается, как вот эта пастель ощущается. Вот. Но цвета все, конечно, очень красивые. Их как бы много, можно подобрать то, что нужно. В целом, пока мне более-менее хватило этой палитры. Так, 0,46. Olive Green. По первому нанесению сначала вот такое более чуть-чуть восковое и чуть-чуть полупрозрачное. Но в целом вот наслоить можно. Такой сделать более плотный слой. Вот. Так, 205 Moss Green. Интересный цвет. Вот по моему опыту получается, что более светлые цвета, они более такие полупрозрачные, но в случае вот с белым или вот этом Naples Yellow нет, ну, вообще не полупрозрачный. Но вот этот сейчас Moss Green, он такой полупрозрачный. Но я думаю, что вот наслоить более такой плотный слой, в принципе, можно будет. Вот так. Так, вот такой цвет. 0,86. Green Light. Тоже по первому нанесению чуть более полупрозрачный. Вот в отличие вот от вот этого Olive Green. Видно, что он такой более полупрозрачный. Ну вот, опять же, можно наслоить. Можно сделать вот такой более плотный слой. Такая текстура замазки. Так, смотрим другой оттенок зеленого. 234. Permanent Green Light. В целом наслоить можно, сделать более плотный слой. Ноль 0,45. Green Medium. Тоже яркий такой. Может, вот этот немного так, по первому впечатлению, чуть-чуть скатывается. Но, я думаю, опять же, наслоить можно. Вот он прилипает. Вот этот какой-то более масляный. Прям, видите, с него так сочится. Я его еще не пробовала. Ничего с ним не делала. Так, 213. Pine Green. Ну, ожидала, что будет хуже. Сейчас видно, что очень хорошо наслаивается. Вообще не полупрозрачный, ни прозрачности нет. Смотрим другой оттенок. 0,88. Более полупрозрачный. Чуть-чуть более восковая текстура, если особенно вот с этим предыдущим цветом сравнить. Но вот, в итоге наслоила без проблем, смотрите. Не то, что там огромный какой-то слой. Просто несколько раз провела больше. И вот так вот. Так, желтая охра. Вот этот оттенок я уже пробовала. 0,26. И не знаю, камера фокусируется. Так, 0,26. Хорошо наслаивается. Вот такая интересный такой цвет. 243. Вот он у меня есть. Earth Brown. Raw Sienna 0,37.
Вот это немного хуже наслаивается, но в целом наслоить тоже все можно. Советую покупать больше цветов. Так, вот такой оттенок, я, кажется, уже его выкрасила. Ноль 32. Красный какой-то оттенок. Красивый, очень легко наслаивается. Не крышится. Даже вот эти вот крошечки появляются, но это, когда вот наносишь на бумагу, оно не крышится, оно не скатывается. Их можно втереть туда в бумагу, их можно придавить. Вот мне как раз на ютубе не хватало таких видеообзоров, где будут говорить о впечатлениях, о текстуре, там, о плотности, например. 0,34. Так. Тоже не полупрозрачно, вообще такой плотная текстура. Хорошо наносится, мягкая, наслаивается. Ну, может, знаете, вот чуть-чуть хуже наслаивается, но в целом из-за того, что вот вообще такой плотность есть, не полупрозрачная, не восковая текстура, хорошо получается, вот бумаги не видно. Сейчас я руки вытеру. Так вот. Так, Green Yellow Light 0,36. Не уверена, что я сейчас найду этот оттенок. Какие-нибудь другие коричневые. Давайте, наверное, перейдем к серым, потому что серые это интересно, как они работают. Вот этот оттенок. Так, 223 Gold Gray. У меня тут даже чуть-чуть другого оттенка есть. Я сейчас его сотру. Вот так вот. Легко как бы стирается. Легко очищается. Так, назвали они его Gold Gray, но на самом деле он достаточно такой, вообще не Gold. Я бы сказала Silver. Вот этот вот оттенок, он как раз тут полупрозрачный. Более такой восковой, что ли. И он такой полупрозрачный. Если сравнивать с другими оттенками, я не вижу сейчас, что у меня там на камере происходит, потому что как раз держатель на том месте. Но в целом можно наслоить, и вместо вот этого оттенка можно использовать белый и более темно-серый. Вот такой 0,14. У меня тут в этой палитре, вот он есть, light gray. Но на самом деле вот этот оттенок, он более светлый, чем вот этот оттенок. И он такой более, лучше, более такой плотный и лучше наслаивается. Не такой восковой, более как бы масляный. Больше, чем если вот этот с этим сравнивать. Также мне понравилось, что тут есть не только холодные оттенки серого, а есть оттенки более такие серый. Вот, например, серый 0,15. Luminous Yellow, но на самом деле это такой теплый серый оттенок. Хорошо, он наслаивается. Чуть-чуть вот кажется более полупрозрачный, если сравнивать с другими цветами, например, даже с вот этим. Но наслоить можно вот легко. И вот это не будет видно в целом. Вот в палитре достаточно много таких вот серых. Вот это два более теплых серых, 3 холодных. Вот это тоже, в принципе, ну он такой уже больше в черноту уходит. И более таких вот очень темных, тут вот аж 4. Но в целом очень хорошо. Много коричневых, красно-коричневых. Вот это охристые оттенки, зеленых. Тоже хорошо. И, как видите, вот красных много. Сейчас еще что-нибудь хочется выкрасить. Более такое, может, темное. Так, 0,96.
Ну вот он кажется такой уже прям в черноту уходит. Очень хорошо наслаивается. Мягкий, не полупрозрачный. Ну, некоторые бывают прям очень так хорошо наслаиваются. Прям можно такой жирный, толстый слой нанести. Ну, в целом можно все, наверное, именно эту пастель можно всю хорошо наслоить. Если вот кому-то нравится эффект прям такой толстого слоя, такой замазки прям. Так, ну, думаю, наверное, на этом буду заканчивать. Не буду прям все цвета выкрашивать. Если у кого-то какие-то вопросы есть, обязательно задавайте вопросы под видео. Я оставлю также ссылку на эту масляную пастель. Вот, я думаю, что у многих будет возможность ее приобрести, потому что цена, в принципе, я думаю, что нормальная. Конечно, вот та вот более дешевая масляная пастель, она была прям вот дешевая вот эта, но она мне вообще не понравилась. Я могу, конечно, это мое личное мнение, вы можете только на свой опыт опираться. Но если сравнивать, то да, вот эта масляная более дешевая пастель, она крошилась, она не наслаивалась. Даже вот если полупрозрачный какой-то цвет, его нельзя было наслоить, чтобы в итоге убрать вот эту полупрозрачность. И текстура там более такая сухая, у этой более такая жирная текстура. Ну вот на этом все. Я думаю, что вам будет интересно посмотреть было выкраску. Я просто не хочу сильно затягивать видео на долгое время. В целом вот понятно, какой это материал. Именно какая вот эта масляная пастель. Она более такая жирная. В целом мне вот очень понравилось. Я от себя могу сказать, что если вы новичок и ожидаете вот этого эффекта масляной пастели, то я советую такую пастель. Все, всем пока, благодарю за просмотры.